Наконец-то на обзоре модель К40 от Nextool. И не просто К40, а Knight К40. То ли рыцарь, то ли конь, в зависимости от контекста. И откроем мы его другим К40. Ведь этот К40 отличается от этого К40. Чем отличается, немножечко позже мы разберем. А пока давайте откроем последнюю версию К40. Вот он уже сам тут отлипся, и даже резать ничего не нужно. И несмотря на то, что у нас же две функции, это нож и держатель для бит, производитель нашел аж 5 функций. Хотя написал 1.2, 1.2.3, но по факту 5. Почти мультитул. Сразу скажу, нож отличный и как нож, и как отвертка. Во-первых, здесь отличный клинок с отличным замком Axis. В коротком видео я сказал, что это самый надежный замок. На самом деле он, возможно, не самый надежный, но к этому ножу он отлично подходит, потому что закрывается он просто идеально. А у Nextool это 100% нож с лучшей механикой. Так как здесь стоят подшипники, открывается он просто идеально. Можно медленно, можно быстро, можно как угодно. Отличная замена спиннеру, и если честно, открывать-закрывать мне данный нож нравится, и пока он живой. Вернее, не этот живой, а вот этот живой. И живой он уже несколько месяцев. А все из-за небольшой доработки, из-за чего, собственно, модель чуть-чуть перевыпустили. Но начнем, как обычно, с веса. Весит данный нож 91,5 грамма. Толщина без клипсы меньше 12 мм. Ширина 27, а длина почти 106 мм. Он просто шикарно сидит на кармане. Вот таким образом это выглядит. Во-первых, хорошо на него становится, а во-вторых, хорошо снимается. Я с ним хожу и абсолютно не замечаю данный нож, вернее полумультитул. И если вы успели заметить, клипса скрытого ношения, она матовая. Она имеет вот такой вот подъем, который идеально садит данный нож на джинсы. В общем, клипса здесь сделана просто отлично. Чего я бы не сказал о клипсе от F12. Там, конечно, на джинсы она садится не так хорошо. И если посмотреть на нож, создается ощущение, что боковые накладки полностью выполнены из G10. Причем G10 здесь приятный, в меру шероховатый. Когда садится на карман, сильно не трет карман. То есть он шероховатый, но в меру. То есть держать его удобно, но при этом он не очень злой и не трет ткань. На самом деле металлическая рама утоплена внутри ножа, но сделано это настолько аккуратно, что практически нигде этой рамы не видно, и создается ощущение такого дорогого ножа, хотя сам по себе он вполне себе нормально стоит, он стоит дешевле 40 баксов. Для такой механики, мне кажется, цена отличная. Редко какой нож так бодренько открывается. Плюс форма клинка, на мой взгляд, очень удалась. Это что-то вроде козьей ножки, штифт стоит в самом углу, и он не отъедает полезную площадь клинка. И вся режущая кромка, а это 73 мм, может быть использована. Сталь на клинке 14 хром 28. Это хорошая сталь Sandvik, у которой твердость может быть 58-62. Но в 62 я не верю, а 58 почему бы и нет. Данная сталь устойчива к выкрашиванию и легко затачивается. Ну, естественно, она не боится влаги. Спуск у клинка ровный и идет практически во весь клинок. Рез должен быть очень-таки неплохим. Это, конечно же, стоит проверить. А пока перейдем... Нет, не к вариантам открытия данного ножа, а к битодержателю, потому что здесь появились отличия от старой версии. И вы, наверное, даже можете случайно попасть на старую версию, но, скорее всего, попадете на новую. А все почему? Потому что возникли какие-то вопросы с патентом, и теперь фиксация данного битодержателя происходит вот в таком положении. А изначально можно было делать так. Раз, два. Больше отличий абсолютно никаких нет. Это тот же самый битодержатель, только фиксируется он теперь классическим лайнер-локом. А вот таким образом, то есть закрыться он точно не сможет. А лучше это или хуже, думайте сами, но себе я оставлю, конечно же, старую версию. Битодержатель оснащен магнитом, магнит видно. Магнит довольно-таки имеет хорошую силу притяжения, и такая бита точно из него не выпадет. Бита, которая поставляется в комплекте, хорошего качества, имеет маркировку PH1 и SL3,5. Плоская и Phillips. И тестирование ножа мы начнем, конечно же, с отвертки. А на чем бы нам протестировать данную отвертку? Может, на таких саморезах? Да. И такие саморезы можно крутить таким мелким Phillips'ом. Но реально эта отвертка заточена под электронику. Вот с ней она справляется просто идеально. Ну, к примеру, вот такая вот игрушка, и вам нужно выкрутить один винтик. Самый зоркий заметит, что это саморез. И с этим справляется данная отвертка на отлично. Либо же раскрутить китайский фонарик. С этим тоже проблем никаких. Конечно же, сюда можно ставить и односторонние биты. К примеру, вот такой наборчик у меня шел к Роксану. И его биты сюда также отлично подходят. И держатся даже
более надежно, потому что у них хвостовик плоский. А можно ли открыть данную отвертку одной рукой? Да, конечно, можно. Нужно немножечко поддеть, и дальше она открывается. На чем тестировать плоский шлиц, честно сказать, даже не знаю. На данный момент редко используются винты с именно этим шлицом, но на всякий случай он есть и теоретически может пригодиться. Итог. Отвертка у К40 получилась отличная, вернее битодержатель. У него остался, правда, вот такой вот рудимент от первой версии, который здесь не выполняет никаких функций. И буквально в момент обзора я заметил, что есть небольшие отличия в качестве обработки. Вернее, даже не в качестве, я бы сказал, а в типе обработки. В старой версии края были довольно острые, а в новой чуть-чуть подогнали технологию, и они даже внутри заполированы. И все площадки заполированы, а в первой версии, возможно, это было экспериментально, здесь видно, что работала фреза, и все грани были довольно цепляющие за палец. Поэтому, может, и не стоит гнаться за первой версией. И из-за разного типа блокировки, как вы видите, хвостовик у отвертки стал очень отличаться. И также поставили более симпатичную перемычку, у нее по центру есть выемка, хотя на самом деле она здесь, в общем-то, не нужна. Нож никак не зацепится за эту перемычку. И, собственно, сам клинок, он отлично центрирован. А имеет ли он люфты? Давайте проверим. Поперечного люфта нет, продольного также нету. Зафиксирован, мое почтение. Возможно, из-за того, что я клацал, возможно, по какой-то другой причине, но в первой версии был люфт. Независимо от того, с какой силой я его защелкну, едва заметный люфт был. А здесь, скорее всего, изменили геометрию, с которой нажимает фиксатор аксислока, и люфт вообще ушел. Да, реально изменили геометрию. Если в первой версии, как видите, блокировка была в самом конце, то во второй версии она не доходит до конца, в связи с чем, естественно, блокирует лучше. По итогу немножечко доработали, и, если честно, я уже не вижу смысла гнаться за первой версией, потому что там есть небольшие косячки. И единственное преимущество первой версии — это блокировка вот в таком положении. Нужна ли она здесь? Да, в общем-то, нет. Поэтому советую, берите вторую версию, она немножечко доделана. Конечно же, стоит проверить рез и попробовать броид, либо же бреет. Да, можно эпилировать волосы. А режет ли он при этом всякую рекламу? Да, режет. А стандартные канатики, я думаю, просто надавливанием, да, так и есть, просто надавливанием мы отрезаем. А как насчет реза доски? Прям приятные барашки получаются. По идее, особого смысла проверять, конечно же, нету. Резать он будет хорошо, но у меня есть специально подвяленные фрукты, и на них мы проверим. И даже вялую мандаринку, а она валялась в холодильнике, наверное, месяц, режет отлично. Такое же яблочко. Миллиметровые дольки без проблем. Я на самом деле ножами никогда не чищу, я специальной чистилкой чищу, поэтому не обращайте внимания на килограмм отходов. Но режет, в общем-то, хорошо. Да, был бы он немножечко тоньше, резал немножечко лучше. Но, с другой стороны, был бы он тоньше, он был бы менее надежен. И давайте проверим, реально ли не мешает этот шпинек. Вот таким образом я врезаюсь в яблоко, и теряется буквально, может быть, 1 мм, если вы будете резать до самого шпинька. Возможно, вы не согласитесь, но лично мое мнение, данный клинок в серии всех ножей, которые у меня были от Nextool, самый лучший. Он лучше всего выглядит, у него хорошая сталь, он отлично открывается, он отлично режет. И если вам нужен именно нож с функцией отвертки, я даже не знаю, что можно лучше порекомендовать. Никакого шанса соскользнуть на нож у руки нету, здесь довольно хороший упор получается. За счет вот этих сглаженных частей в руке сидит просто отлично. Возможно, в большой ладони он потеряется, а вот в средней и небольшой он будет отлично сидеть. Ну, у меня, я думаю, средняя. Возможно, в более мелкой руке он еще лучше будет сидеть. Ну, а закрытие здесь просто идеальное. Ну и открытие тоже. Единственное, что хотел бы добавить, обращайте внимание, на каком уровне блокируется у вас Axis Lock. Если он не доходит до конца, то это идеальный вариант. Нож становится просто монолитный. А если доходит до конца, то уже может ощущаться некая болтанка. Поэтому, если покупаете и есть возможность посмотреть, конечно, проверьте этот момент. Брать можно, за месяц никаких косяков я лично не нашел. Даже подозрительно.